Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Лена Лайф. Пока я буду рассказывать, что у нее произошло во влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Ну а переходим ко влогу канала Лена Лайф. Лена решила позавтракать. И вы знаете, что она хочет сделать? Она хочет приготовить яичницу с кислой капустой. Это что-то новенькое. Я, например, такое впервые слышу. Хотя, в принципе, если Лена в яичницу может сыр добавить, потом еще что-то вроде свежего огурца и еще чего-то подобного, удивляться, конечно, не приходится. Но это было так. Это еще были цветочки, как выяснилось. И вот Лена готовит эту самую яичницу, наивкуснейшую, я уверена. И ей звонит Оксана и говорит, что она ее уже ждет. Лена смотрит на часы, понимает, что она проспала, опоздала, не так поняла, когда им встретиться надо. В общем, короче говоря, думала, еще час у нее в запасе есть. Этого часа не оказалось. И тут, внимание, что делает Лена. Лена берет эту яичницу, кладет ее в банку, перекладывает в банку какую-то и мчится вместе с этой банкой и яичницей к Оксане. Ну и Лена, видимо, считает это нормально, вот так вот в банку положить эту яичницу и поехать куда-нибудь с ней. И едут они вместе с Оксаной к маме, и Лена рассуждает по дороге, говорит, вот, вы говорите, что Оксана такая, Оксана сякая, Оксана, она самая классная сестра в мире, она горы свернет, если ей надо. Она имеет потрясающую силу воли, мол, не то, что у Лены. Ну, понятное дело, у Лены никакой силы воли. Да? Казалось бы, сила есть и воля есть, а силы воли у Лены, конечно же, нет. В общем, она нахваливала Оксану всю дорогу. Оксана цвела и пахла, цвела и пахла. Только вот эта вот сестринская любовь, я так не видела особо, чтобы она проявлялась со стороны Лены к Оксане все-таки на деле. На словах да, но на деле никогда. Кстати говоря, в материальном плане тоже не проявляется любовь к Оксане со стороны Лены. Часто бывает так, что наоборот. Лена великодушно позволяет Оксане заплатить за нее в отеле. Ну или позволяет купить Ване какую-нибудь дорогую безделушку Оксане, да. И Оксана счастлива, что ей позволили потратить деньги на какие-то вот такие безделушки и позволили ей, великодушно ей позволили. Кстати говоря, маме тоже великодушно Лена позволяет оплатить отель, что маме, что Оксане. Лена стала увлекаться медитациями. Если раньше это один автор был этих медитаций, то теперь уже совсем другой автор. Если раньше была женщина, то теперь какой-то парень. И Лена просто в восторге от того, что благодаря этим медитациям Лена может разговаривать со Вселенной. Ну и Вселенная Лене отвечает, представляете? Да, посредством снов. Вы знаете, говорят так, что вот если человек говорит с Богом, то это молитва. Но если Бог говорит с человеком, то это уже шизофрения. Ну, а здесь Вселенная говорит с Леной. Я даже не знаю, как это назвать. Рассказывает Лена о своем сне, просит своих подписчиков, чтобы они интерпретировали этот сон. Ну да, вот так вот Вселенная отвечает с нами. Да такими снами, которые сразу Лена не может разгадать. Нужна помощь подписчиков. Сегодня у них традиция, говорит Лена. Да, именно так она и сказала. Сегодня у них традиция. Они лепят пельмени. Поэтому Оксана в срочном порядке привезла Лену к маме. Там папа поставил стол уже на кухне. Уже мама тесто замесила, она уже отдохнула, уже фарш готов. В общем, все готово к лепке пельменей. И вот вы знаете, ждут они Юру и Андрея. Но, забегая вперед, могу сказать, что так и не дождались. Представляете? Ни Юры не было, ни Андрея. Но Андрея понятно, почему не было, потому как он все-таки Андрей Шрёдингер, да? Вроде он есть, вроде бы его все-таки нет. Ну, а Юра, он, да, мог бы и прийти, он точно есть. Мы это точно знаем, что Юра у Оксаны есть. Но вот видите, почему-то он не посчитал нужным прийти и помочь налепить эти самые пельмени. Лена говорит, вот, на противне муки. Думаю, может быть, мука все-таки? Нет, на противне муки. Чтобы не прилипли. Вот как-то так Лена по-прежнему странно, косноязычно как-то выражается. Ваня рядом с Леной, да, пришел в силу своих возможностей, он помог тоже лепить эти пельмени. И в этом плане, конечно, он большая умница. Да, возможно, не все получилось. Да, при варке там часть
пельмени, которые лепил Ваня, они разварились. Ну, и, понятное дело, фарш был отдельно, тесто было отдельно. Но, тем не менее, ребенок старался, и это похвально, это здорово. Вот тут, я считаю, Ваня умница, Ваня молодец, поддержал традицию и помог маме лепить эти пельмени. Ну, а дальше Лена просит Ваню разделить в уме 300 пельменей, которые они должны налепить. Вот у них такая сверхзадача, только вот 300 пельменей, ровно 300 пельменей налепить. И вот Лена просит эти 300 пельменей разделить на 7, то есть на количество едоков, ну, предполагаемых. Это плюс, точнее не плюс, а в это число в 7 входят и Андрей, и Юра. И вот Ваня не может в уме 300 разделить на 7. Но никак у него это не получается. Ну почему Лене не подсказать? Говорит, Ваня сказал бы, раздели 30 на 7, туда еще и 0, да, добавишь там к ответу. Нет. Лена не помогла ребенку, а Ваня что? Ваня бегом за калькулятор, за телефон взялся, схватился. Но даже при помощи гаджетов Ваня не смог правильно сосчитать, да. Он неправильно ввел изначальную сумму какую-то, он неправильно нажал на какие-то знаки. В общем, в итоге у него получилось, как Ваня выразился, 2, запятая, и там назвал следующие цифры. Вот неужели они в школе еще даже не начинали проходить целые числа? Части целого числа, 10-я часть числа, 100-я часть числа, как это обозначается, ну и так далее. Но, видимо, еще не проходили, хотя, как мне кажется, все-таки в 5 классе уже проходят чуть ли не в начале года эту тему по математике. Но, видите, Ваня не знает, как обозначается какое-то число, где есть запятая, и как это все читается. Почему не сказать 2 целых и, ну, например, там 10 сотых? Не. Ваня этого не сказал. Ну, а дальше меня поразил папа Лены. Вы знаете, до сих пор я считала, что Лена такая, ну и Оксана такая в маму. Но после того, как я услышала, как папа сказал, что посмотрел на часы и говорит, вот, сейчас без 5-2. Я поняла, что все-таки у Лены и Оксаны шансов не было. Там что мама молодец, что папа молодец, да. Без 5-2. 2 раза папа повторил эту фразу. Почему сказать, что без 5-2? Не знаю, ну вот без 5-2. А мы чего-то хотим от детей, вот этой вот пары. Ну там хотеть неоткуда. Единственная, конечно, надежда на папу Оксаны, но, судя по всему, там тоже надеяться не на кого. Поэтому претензий к сестрам, по идее, быть не должно, с одной стороны. А с другой стороны, они живут в социуме, они среди людей находятся, и как-то надо уже приспособиться, что ли, им к тому, что люди рядом, да, и прислушиваться к тому, что люди говорят, и как-то присматриваться к тому, как люди одеты, ну и так далее, и тому подобное. Но нет, почему-то сестры не хотят исправляться. Достала мама 2 противня, и на них, значит, выкладывают уже готовые пельмени. И Лена почему-то упорно называет эти противни подносами. Да, говорит, у нас 2 подноса. Ну да. Что поднос, что противень. Знаете, как в той сказке, что воля, что неволя, все одно. Рассказывает Лена, что есть у нее одна древняя сковорода, и у нее на этой сковороде все получается. Представляете, ничего не подгорает, все замечательно, все блюда получаются замечательными. Думаю, Лена, почему ж ты не пользуешься этой сковородой? Почему у тебя что не шедевр, так шедеврец, извините? Почему у тебя в хрючево превращается вся твоя еда? Видимо, все-таки виновата сковорода. Лена, возьми ту древнюю сковороду, пожалуйста, и готовь на ней. Возможно, это твой шанс. Твой шанс приготовить что-либо удобоваримое, ну, а для твоей семьи это шанс поесть что-то более-менее нормальное. Но опять же, твоя семья это кто? Это только Ваня. Хотя, в принципе, ты утверждаешь, что и Андрей где-то тоже есть рядом. Но, опять же, не факт. Наконец-то пельмени налеплены, какую-то часть пельменей придется лепить еще завтра, потому как не успела замерзнуть первая партия пельменей в морозилке. Поэтому Оксана и Лена еще и завтра придут, долепят еще 1 противень этих самых пельменей. Ну, а какую-то часть решили отварить сейчас. И вот отварили, сидит Оксана. Юра, кстати говоря, даже не пришел для того, чтобы поесть эти пельмени. Хотя, казалось бы, да. Ну и Андрей, в принципе, по словам Лены, тоже знал, что надо бы прийти, потому как именно Андрей, опять же, по утверждению Лены, сказал Лене, что надо идти лепить пельмени еще вчера.
говорил об этом. Ну, видите, ни одного, ни другого нет. Даже не пришли, чтобы поесть. И вот Оксана ест, сидит за столом, и почему-то у нее в руках ложка, а не вилка. Я не поверила своим глазам, думаю, не может быть. Вилка должна быть, по идее. Потом смотрю, нет, я не ошиблась, все-таки ложка. Каким-то соевым соусом это все дело поливает, и ложка ест. Лена ела вилкой, Ваня ел вилкой. Ну, в принципе, все ели вилкой, а Оксана ела ложкой. Вот как. И вот уже вечереет, Лена и Ваня возвращаются домой, и заходят они в пятерочку. Почему? Потому как, в принципе, могли бы, конечно, и на рынок зайти, но идут в пятерочку, так как нести ближе, пятерочка ближе, чем рынок находится, им картошка нужна. И говорит Лена о том, что, в принципе, на рынке картошка и получше бывает, чем в магазине. Ну, это понятно, да, возможно, Лена и права. Но опять же, если такая ситуация, если картошка лучше на рынке, почему Андрей не может сходить на рынок сам? А если на то пошло, уже Лена пошла бы на рынок, сама выбрала, какая там картошка ей нужна. Ну, а потом просто сказала бы Андрею, что такой-то ряд, такое-то место, иди и покупай. Или пошла бы, купила бы, но где-нибудь у выхода с этого рынка встретились бы с Андреем, и Андрей бы донес бы эти сумки. Ну, как-то можно было бы это все дело организовать. Но нет, видите, все-таки Андрея нет. Поэтому Лене приходится самостоятельно таскать эти тяжеленные сумки. И далее она говорит, что они активно едят картошку, и та картошка, которая была ими посажена, она уже съедена. Да. Хочет пожарить капусту на ужин. А почему ж пожарить, а не потушить, не понимаю. Ну, видимо, все тушат капусту, ну, а Лена ее жарит. И, конечно же, когда вот уже пришли они домой, говорит Ваня, ну вот видишь, какой тяжелый пакет у мамы. Видишь, как же мама все время, говорит Лена, все время ходит с этими тяжелыми пакетами. Ты о маме подумал? Ну, в принципе, да. Конечно, Ваня тоже мог бы подумать о маме и помочь ей хотя бы когда-никогда эти пакеты донести. Правда ведь? Встретиться у выхода из магазина, к примеру, из той же пятерочки, Ваня мог бы помочь, уже большой мальчик, в конце концов. Ну, а по большому счету, конечно, этим, повторюсь, должен заниматься Андрей. Но почему-то он не занимается этим. Абсолютно. Ну и кроме всего прочего, Лена купила еще и 2 пиццы. Как она обозначила эти 2 пиццы, он говорит, для всех. Ну как-то для всех. Это одна пицца для тебя, вторая для Вани. Если бы для всех взяли бы 3 пиццы, одну еще и Андрею. Но нет, все-таки 2 пиццы взяли. Но обозначила Лена, понятное дело, так, чтобы все поняли, что у нее Андрей есть. И вот, говорит, потратила она 2251 рубль, но, говорит, видеть нечего. Опять вот эта фраза «видеть нечего». Почему не сказать, что смотреть не на что, да? Вот много потратила, мало купила. Нет, видеть нечего. Лена какая-то такая, вы знаете, вот ее учить только портить, вот действительно. Кефир купила, кроме всего прочего, и Ваня пробует этот кефир. Он сделал пару глотков этого кефира, и Лена говорит, ну что скажешь, мол, как дегустатор. Ваня, ты у нас сегодня, да? Что ты, мол, скажешь, дегустатор? Ваня стоит и чмокает, вот причмокивает. Он уже выпил этот кефир. Просто стоит и губами чмокает. А Лена его снимает крупным планом. Для чего? Непонятно. И вот Ваня почмокал так, ну не знаю, раз 10 хороших так, сознанием дела. Да, постоял, призадумался и вынес вердикт. Плохой кефир. Не надо такой покупать. Ну, в общем, Лена с ним согласилась. Да, говорит, раз Ваня сказал, что плохой кефир, больше покупать мы его не будем. Ну, и Лена сама потом попробовала, говорит, он очень сладкий, нет никакой кислинки, которая присуща кефиру. В общем, да, раскритиковали кефир. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!